Привет! Ты на канале Креосан. Сейчас я покажу, как усилить сигнал 3G, 4G и Wi-Fi с помощью антенны двойной квадрат. Это поможет в местах с плохим покрытием, за городом, на даче, а также хороший сигнал поспособствует увеличению скорости. Ты узнаешь, какой материал потребуется, размеры, какое усиление дает антенна двойной квадрат, как может вырасти скорость при использовании антенны и как найти то место на плате, куда же паять антенну. Поехали! Приступим к усилению 3G модема, у которого сигнал кислый, скорость тухлая. А затем на примере этого же модема я покажу, как усилить 4G и Wi-Fi. И мы сейчас будем собрать антенну двойной квадрат. И нам для этого потребуется одножильный провод для антенны, 2-3 квадрата, коаксиальный СВЧ кабель. Его можно достать из старого или разбитого смартфона. Или купить высокочастотный кабель с сопротивлением 50 Ом. Также потребуется пластина для рефлектора размером 120 на 168 мм. Рефлектор можно изготовить из гетинакса, фольгированного текстолита или просто из листа металла. А достать весь этот материал можно в магазине радиоэлектроники. Также можно использовать антенну и без рефлектора. Она будет ловить сигнал со всех сторон. До сигнала упадет с 12 до 8 дБ. На чертеже я указал размеры антенны двойной квадрат для частоты 2100 МГц. Приступаем к сборке. Это встроенная антенна, и мы ее осторожно снимем. Если допустить ошибку, покупка нового модема неизбежна. Мне в руки попался модем со съемной антенной. Но современные 3G модемы часто имеют разъем под наружную антенну. Если есть разъем, то можно просто купить провод с разъемом и антенной. Если видим просто антенну в виде дорожки, не беда, можно впаять антенну вместо нее. Нужно впаять центральную жилу вместо этой антенны. Но паять центральную жилу нужно после всех деталей резисторов, конденсаторов и так далее. У меня нет дорожки на плате, но есть контакт. К нему я и припаяюсь. Паяем к нему центральную жилу, а к корпусу или массе припаиваем оплетку. Готово. Затем изготовим саму антенну. Берем и аккуратно защищаем провод. Если зачищать провод неаккуратно, могут возникнуть шероховатости и так далее. А они значительно ухудшают проводимость радиоволн. Размечаем провод через каждые 36,8 мм. Потом по отмеченным местам с помощью плоскогубц делаем изгибы под 90 градусов. По возможности надо стараться делать как можно точнее. Важно помнить, что неточность где-то до миллиметра заметно ухудшит усиление антенны. Вот такая получится восьмерка. Правильно антенна называется двойной квадрат. И на скорую руку я припаял антенну двойной квадрат. И что мы видим? Сигнал вырос. Теперь он показывает целых 5 делений. Теперь расскажу, как припаяться к антенне поподробнее. Зачищаем провод на 3-4 мм и не более, так как частота высокая и сигнал может рассеиваться. Затем залуживаем провод, оплетку и центральную жилу. После залуживания они хорошенечко припаяются. Затем припаиваем провод к антенне, оплетку паяем к ножке антенны, а центральную жилу к противоположному углу. Готово! А также можно сделать лепестки сверху и снизу, и сигнал вырастет на 1 дБ. И вот что у меня получилось. Сигнал при проворачивании антенну на вышку показывает на всю. Также меня порадовали показатели скорости. Она выросла с 0,6 Мбита до 16. Ну а как же быть, у кого 4G модемы? Здесь технология почти та же, но некоторые различия все же есть. Это частота 2500 МГц и двойная поляризация. То есть модем имеет 2 радиомодуля и 2 антенны. Соответственно, размер антенны для 4G меньше, так как выше частота. Необходимо изготовить 2 антенны под вертикальную и горизонтальную поляризации. И как же без нашего любимого домашнего Wi-Fi? О том, как усилить сигнал приема, подробно рассказывает это видео. А как усилить сигнал раздачи, сейчас я покажу. В роутерах встречаются 2 вида антенн. Это шторевые и антенны в виде дорожки на плате. Эти и другие антенны можно усилить. К ним точно так же, как и на модем, можно припаять провод. Для начала снимаем колпачок антенны, снимаем крышку, вытягиваем плату, и мы видим провод и антенну. Нам нужно отпаять вот этот пиптик. Отпаиваем только осторожно, чтобы не поплавить изоляцию. Затем обрезаем лишнее и зачищаем конец на 3-4 мм. Для хорошей пайки заложиваем и припаиваем к изготовленной антенне. Сперва центральную жилу, а затем оплетку. Ее нужно паять к ножке, как можно ближе к изгибу. Вот и готово. А вот размеры самой антенны. Сигнал значительно вырос. Теперь не только по дому ловит, но и даже можно отойти от дома. Во дворе сигнал отличный. 70 дБ. На этом пока все. А как ты прокачиваешь свой модем? Пиши в комментариях. Не забываем подписаться. До новых выпусков!